Представители знака зодиака Телец, приветствую вас. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 24 февраля по 2 марта. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды. И первая – маленькие карты старинного цыганского пасьянса, которые у меня уже очень много лет, расскажут нам именно о событийном ряде. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Я знаю, что есть любители этого пасьянса, есть и нелюбители. И я благодарна вашим комментариям, когда я возобновила, первый сделала прогноз недельный. Все, что вы мне написали, я поняла, что да, действительно это нужно, это актуально, хотя на какое-то время я сделала паузу, и пауза была продолжительная. Спасибо за ваши отклики, вы мое вдохновение, это на самом деле так. Ну, давайте пойдем вперед и посмотрим, что же для вас, тельцы, какие события ближайшего будущего. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, прочитать статью «Преломление реальности», потому что есть планетарные транзиты, которые будут на нас оказывать влияние, тем не менее. И не какой-то короткий промежуток времени, а это может длиться до середины апреля. И кому интересно, приглашаю на свой сайт. Вы можете зайти как и через описание канала, есть и во вкладке сообщества. Вот знаете, какая-то сердечная тяжесть. Так и называется. Вот это значение цепи. И это, ну, не есть что-то, что присутствует в реальной жизни. Это наш опыт, пережитые моменты сложные, периоды нашей жизни, которые в целом создают не самый такой благоприятный фон. Вы кому-то можете не верить, вы можете подозревать даже кого-то, ну, к примеру, кто-то в измене или в каком-то хитром плане. Есть по аркану, или точнее по значению цепи, вот эта необъяснимая тяжесть внутри, которая нас несколько сковывает. Недаром ведь цепи, правда? А именно то, что не дает с большим оптимизмом смотреть в день завтрашний. Ну, давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Ну и правда, ваш знак зодиака, Уран был очень долгое время в вашем знаке зодиака, практически 7 лет. И вот-вот он уже заканчивает свое движение, будет переходить в середине года в знак Близнецы. Ну, это он будет там в первом доме, а у вас он будет во втором доме. Поэтому настройтесь на долгий период, держать под контролем свою финансовую самодостаточность. А вот смотрите, ехать в гости или не ехать, встречать гостей или не встречать. Вот эта сердечная тяжесть или сомнения могут быть по поводу либо вашего перемещения, либо перемещения к вам, или каких-то еще предложений. А все же карта нам говорит, что телец сомневается, не верит никому, а тут на кону какая-то победа. Может быть, вы узнаете какую-то важную новость, или сумеете прояснить тот или иной вопрос. Вам нужно с кем-то встретиться, чтобы вот эта тяжесть, я, по крайней мере, так вижу, она нивелировалась или была прояснена. У кого-то это может быть сердечная тяжесть по части недавнего знакомства. Лицо или цыганка. Это имеется в виду именно знакомое. Хотя я допускаю, может быть, это не недавнее знакомство, а тот человек, которого вы давно знали, но человек не так повел, как вы это предполагали. Или открылись новые особенности характера, скажем мягко. То, чего вы не ожидали, и теперь вы в нем не уверены, теперь вы сомневаетесь. Потому что, когда лицо это выпадает, это чаще всего те люди, от которых мы не знаем, что ожидать. Мы их именно не знаем. Или допускаем, что они могут скрывать. Вот элемент недоверия, он присутствует на этой неделе. А тем не менее нам карты говорят о флирте, мои дорогие, и о хорошем настроении. А ведь и правда, перепады настроения, они могут быть. И они вызваны преломлением реальности. Вот таким оптическим эффектом, по сути, вся ретроградность. А у нас, получается, с 20 февраля по 24 стационарный Марс, который готовится выйти в прямое движение. Но ваша планета-управитель Венера с воскресенья 2 марта переходит в ретроградность. И в последние дни февраля это некоторое замедление, это ведь тоже происходит перед тем, как она пойдет в обратное движение. На самом деле планеты вспять не идут, но нам так кажется. Вот и вам может что-то казаться, понимаете? Вот этот эмоциональный фон, он такой может быть очень лобильный, как будто
скачущие перепады настроения могут быть, мои дорогие тельцы. Прочитайте статью, я думаю, вам, ну, будет она чем-то полезна, какое-то рациональное зерно. Вы вот так вот хладнокровно посмотрите на некоторые проблемы, и это вас избавит от вот этих цепей, я, по крайней мере, так надеюсь. Но флирт, приятное времяпрепровождение, хорошая компания. И нам говорят, вообще радуйся жизни. Твоя задача, телец, сейчас добавить себе позитивных эмоций. И пока еще не строй грандиозных планов. Имей возможность насладиться каким-то одним моментом. Для тебя, ну, может быть, такая внутренняя разрядка какая-то совершенно необходима. И, надо сказать, даже планетарно. Все те процессы, которые мы уже запустили, или придали им ход, или то дело, которым мы занимались, вопрос, который мы решали, документы, может быть, кто-то подал на документы, другие документы, так бывает, документы на документы, что-то собирали прежде, все равно оно запущено. Вот те процессы, механизмы, которые вы уже запустили в действие, они продолжат развиваться, но в каком-то своем ключе. Вы тут не сможете что-то ускорить. Примите этого внимания тоже. Но мы идем с вами вперед. И у нас сегодня колода Таро ангелов-хранителей. Давайте узнаем. Первая карта, как событие ближайшего будущего. Или первая сфера, точнее, которую нам будут 3 карты обрисовывать. Это сфера ваших достижений, работы и денег. Что у вас там на достижение, работу и денег? События ближайшего будущего. Да, можно завершать. Аркан мага. Вы сейчас маги. И вы знаете, когда выпадает этот аркан, ведь это тот, который сказку умеет сделать былью. Или это тот, у которого все стихии в руках. Ему только стоит захотеть. Поэтому, может быть, и такой однозначный совет нам дают карты пасьянса. Поверьте, они редко такое делают. Когда начинается с цепей, а заканчивается хорошим настроением. И в довесок выпадает карта мага. И маг, ведь это волшебник. Он умеет, если мы сказали сказку, да, это как наша мечта, или это наша мысль, то, чего мы хотим достичь. Так вот, он умеет притворять мысли в реальность. Поэтому то, о чем вы думаете, оказывает влияние на качество жизни, мои дорогие тельцы. И если негативные мысли, мы в результате сегодня, если мы думаем или позволяем себе, то завтра тогда не удивляйся, что ты такой эквивалент получишь. Ты как будто себе не того наколдуешь. Поэтому с этим волшебством не стоит, знаете, так вот играть или играть со своими мыслями. Для вас позитивное настроение действительно имеет значение. Будешь мыслить позитивно, и будет у тебя все складываться хорошо. Если застрянешь в каком-то моменте, или в неверии, или думая, что кто-то про тебя что-то не то думает, или, кстати, по Венере мы можем сами в себе сомневаться, думать, я недостаточно хорош или хороша, или вот как свой имидж, да, мы можем тоже, с одной стороны, это предпосылка к тому, чтобы себя изменить, но уж точно не сомневаться. Ну, может быть, это и по части ваших дел, творчества, получение денег, если мы вот о деньгах говорили. Поэтому не сомневайтесь, что какова бы ни была, мои дорогие тельцы, у вас сейчас сложная ситуация, чего бы она ни касалась. В вашей власти все изменить. И даже если то, чего мы не можем изменить, то, что как приходит через обстоятельства, через события или через решение конкретных людей, даже если при условии вы сталкиваетесь с некоторой неопределенностью, вы все равно свою стратегию, тактику отстроите, потому что у вас карта мага, и ваши достижения будут продолжаться. Вы можете получить важный документ, или все то, что это у нас паш земли, это где-то обучение проходит, может быть, и вы чему-то учитесь, приобретаете новые навыки, кто-то учит языки, кто-то, может быть, на права сдает, тут у кого что. Это тоже обучение. Пусть вы учитесь бесплатно и онлайн. Какие-то знания по этой карте мы всегда потом перекладываем на реальные рельсы или материальную основу, и в последующем получаем дополнительные, к примеру, источники дохода, или наши знания можем сделать как основой получения прибыли, но каким-то образом они будут полезны. Не совсем ради любопытства мы эти знания приобретаем, но в этой колоде карт конкретно не только вот как и
учащийся, да, или то обучающийся, точнее. Но и словно нам говорят, радость какая-то будет на этой неделе. И словно, вот есть такая фраза, мои дорогие, у Бога все готово. Вот и вы сейчас на новом этапе жизни. Вы пока из-за сложных эмоций можете этого не видеть. А в реальность, как будто сама реальность у вас под контролем. И если вы ожидали получения какого-то документа, мои дорогие, не сомневайтесь, если задерживается, пусть даже сейчас какие-то проволочки, но все равно вы это получите. Может быть, это и сама по себе как новость, известие, письмо, звонок или СМС. Тут ведь у каждого по-разному. Когда, ну, как первый шаг на осуществление вашей мечты. Правда, мечты сбываются. По этой карте мы идем вперед. И это все то, что касается денег, достижений. Но еще и одновременно выбора. У вас два старших аркана. Выбор делаете вы. Где-то все то, что я сказала, правда, нужно быть в более позитивном настроении, эмоциях, иначе мы от чего-то можем и отказаться. Но в этой колоде карт это какие-то важные решения. Да, и выбор. Но могут и помешать эмоции. Они либо нам помогут, либо они нам помешают. Прочитайте статью, правда. Помните, что эмоции это связано с нашим сознанием. А сознание это великий шаблон. Сознание отнюдь не интеллект. Интеллект это как высшее знание. А сознание это то, что мы делаем на автоматизме. И поэтому где-то на автоматизме нельзя принимать решения. Или нельзя принимать решения, основываясь лишь на том, что вам что-то прежде не нравилось, или вы в чем-то сомневаетесь. Если есть эти сомнения, переложите на реальную жизнь, додумайте, найдите дополнительную информацию. Но сами по себе эмоции, если мы говорим, это не основа. Рационализм. Карта мага. Хорошо, сфера отношений личной жизни. У кого-то в личной жизни вот такая путаница. И у кого-то в личной жизни, вот правда, сомнения, неуверенность в вашем партнере. Итак, события ближайшего будущего на сферу ваших отношений и личной жизни. А нам говорят, а ты вообще никуда не торопись, сохраняй и наблюдай. Год змеи, мои дорогие. Змея, она наблюдает. Она себе в первую очередь или в первую задачу ставит себе не навредить. Поэтому наблюдает, анализирует, что-то просчитывает, а потом только действует. Вот такие неспешные действия. Есть уже то, что нужно сохранять, как какой-то базис. Да, может быть, время еще пока не настало тому, чтобы вы, ну, по части личных даже, да, жизни, отношений, когда какие-то перемены вот такие прямо глобальные, может быть, и приходится ждать каких-то согласований. И здесь могут пройти по четверке Земли вопросы вашего жилища, вопросы вашего места пребывания, как и дома, или, к примеру, куда вы собираетесь, если отправиться, что вы будете и где вы будете находиться, что будете делать в другой местности. Здесь нужно что-то просчитывать. И действительно, вот это наблюдение и математический просчет. Вот как эта девушка, которая, ну, вот так присела на сундучок и своим весом придавила. Эта карта говорит контроль. Вот сейчас контроль и наблюдение. Ну, вот такой совет нам дает на ближайшее, по крайней мере, будущее. Карта, не торопитесь куда-то с места в карьер. Личная жизнь. Вам что-то будет не нравиться на этой неделе. Или это не согласовывается с вашими постулатами, принципами. По четверке, пятерке, извините, жезлов. Всегда я называю эту карту информационного хаоса. И среди разной вот такой разношерстной информации будет какое-то рациональное зерно, которое вам следует словно выудить или что-то, то, что продумать, то, что заслуживает вашего внимания. Но доверяй, но проверяй. Поэтому тут по части информации доверяй, но проверяй, анализируй. Все то, что я сказала по четверке Земли. И это имеется в виду. То, что может быть сохранено, сохранено быть должно. А то, что уже не следует продолжения, ну тоже где-то не торопитесь, потому что вам нужно не ошибиться. Вот у вас на этой неделе может быть один пункт, как и по части вашего, ну, может быть, достижений, денег, вложений, может быть, или покупок, какое-то важное известие или событие. И у кого-то это будет перекликаться с личной жизнью. Это не время
когда мы форсируем что-то. Это не время, когда мы берем реванш. Это время продуманных решений, взвешенных таких действий, когда, ну, буквально просчитать что-то вам придется. Я так вижу, есть партнерство, и вот эта карта очень хорошо характеризует именно партнерство. Но у каждого по-своему. Может быть, это дружба или партнерские отношения. Пусть мы смотрим на личную жизнь. У кого-то проиграется действительно, как ваш супруг или партнер по жизни. Пусть вы не, точнее, не оформили отношения. Но есть два человека, которые, обратите внимание, они разные. Специально нам художник изобразил совершенно разных людей. Но они смотрят в одном направлении. Вот у вас есть какое-то партнерство или человек, ну, наверное, пусть это даже, если эти отношения лежат в сфере интересов. На какой-то этап нам иногда даются люди, и можно сказать, что они по судьбе, когда они приходят для того, чтобы мы их, как, например, чему-то учим, или они берут от нас для себя что-то полезное, но и мы от них берем тоже какой-то плюс. И, видимо, вот эта карта мага и хочет сказать, твоя сейчас задача или будет направлены все твои действия на неспешные какие-то события, на то, что тебе придется что-то анализировать, с кем-то сохранять все-таки контакты, сотрудничество, партнерские отношения. И это еще карта прогресса. Я могу допустить, какая-то запутанная ситуация, может быть, потихоньку у кого-то начнет выравниваться, если мы по личной жизни. И могу предположить, она будет именно у вас выравниваться. Может быть, кто-то из вас и откажется от продолжения отношений, я такое тоже могу допустить. Или наоборот, будет продолжать. Каждый решает сам. И энергии этого периода действительно, они могут совпадать вот с этими энергиями, которые мы можем испытывать, или эмоциями по ретроградной Венере. Это, знаете, как алгоритм встретить и проводить. И иногда в нашу жизнь приходят люди, которым суждено надолго задержаться, иногда навсегда. Но бывают эти люди, которые приходят на короткий момент. Они нам именно по судьбе для чего-то даны. Вот у вас может так проиграться. Ну, может быть, и связано с теми людьми, как недавнее знакомство. Тогда тоже грандиозных планов пока не стройте. Помните, вам этот период дается для вдохновения, ну, может быть, даже где-то для перезагрузки и отдыха. И, может быть, потом вы проводите кого-то. Если же приходит нам в нашу жизнь человек, или мы встречаем такового с негативными какими-то, ну, как его негативное мировосприятие, токсичные мы называем, да, люди, то, может быть, есть смысл вообще побыстрее встретить и проводить. Решайте только вы, мои дорогие тельцы. Давайте мы следующий триплет карт достанем, и вопросы будут звучать так. Что, по мнению, или чему, по мнению карт, нужно уделить внимание? Что обустроить на этой неделе, согласовать или в чем навести порядок? Чего это будет касаться? Вашей личной жизни. Вопрос, опять же, дома. По десятке кубков, безусловно. Это семья. И у кого-то напрямую семья, вопросы семьи, детей, аморы. Это любовь, мои дорогие. И радость. Вот, наверное, как и порадоваться, нужно успеть. Может быть, будут какие-то приятные события от ваших близких, от ваших детей. Может быть, как достижения ваших детей, пусть даже взрослых детей. Я могу сказать, что ваши дети или, может быть, и внуки у кого-то, или ваши родственники, они будут больше в каких-то сострадательно взаимопонимающих энергиях по отношению к вам. Но и если есть какая-то личная история непроясненная, тогда карта говорит, да, наблюдай, делай выводы, но все же карта очень благополучная, радость. Поэтому какие-то приятные события на этой неделе, безусловно, будут. Окрыляющие, вдохновляющие. Давайте спросим, в чем еще навести порядок. Вообще, это ваша карта королева Земли или королева Пентаклей, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. По сути, где-то маг она, потому что тоже желание, мечта зарождается в ее ментальности, а потом она на практике. Маг, кстати, тоже практик. И вы вот будете думать, каким образом вашу задумку осуществить в реальной жизни, в реальном мире. И нам так практика и прописана, а еще
это доброго человека карта. Может быть, и вы будете кому-то помогать на этой неделе. Я такое тоже допускаю. Тогда помните, что должен быть всегда взаимообмен. В этом вы именно должны навести порядок, как и в деньгах, так и, может быть, имущество, да, или недвижимость. Это тоже можно в конечном итоге свести к энергии денег. Или ваше творчество тоже упорядочено. Или, может быть, ваша личная жизнь. Потому что иногда и по королеве Земли проходят наши близкие. Может быть, и ваш партнер. Может быть, ваш партнер по семейной жизни. Или по вашей, вот вы вместе пока проживаете. И что-то вы здесь будете задумывать на будущее, какие-то планы строить. И, значит, сразу привести к какой-то организации на практике есть смысл. Или для себя что-то продумать. Я допускаю, что вы можете что-то и передумать в последующем. Потому что по пажу Земли вы с чем-то можете определиться. И если первая карта мага, как вы, или куда, в каком направлении вы свой корабль жизни направите, решаете только вы. Но все то, что благополучие, вот там должен быть порядок. Что это еще? Правда, кто-то будет подводить, делать выводы и подводить итоги. Всегда итоговая карта. Это карта реализации. Это карта еще одновременно праздника в этой колоде. Это как возможности. Или карта говорит, может быть, вы, если собирались куда-то переезжать, значит, у вас все равно получится переезд. Возможно, вы за это время что-то и передумаете, потому что выбор все же есть. Возможно, прошли вы какой-то сложный путь проб и ошибок, и с учетом урана, который в прямом движении, вы сейчас именно и делаете выборы или выводы какие-то, мои дорогие. Может быть, этот выбор ваш несколько отличается от какой-то первоначальной точки вашего маршрута или от того, что вы намеревались сделать. Но в конечном итоге это будет тот итог, который будет означать ваш праздник. Вы теперь более видите четко, может быть, даже в течение этой недели вы с чем-то окончательно определяетесь. Какая-то ясность наступает для вас, мои дорогие тельцы. Или вы понимаете, зачем все это было нужно. Добрый период жизни, который вас может и порадовать, так и сделать некоторую внутреннюю перезагрузку. Но она вам, мои дорогие, во благо. Помните, вот как первый аркан мага и 21-й, последний аркан мир. Время подведения итогов и важных выводов. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.